Дорогие друзья, сейчас я вот что хочу сказать. Каждый человек живет ради счастья, как бы мы это ни называли. Но в конечном итоге мы стремимся к этому неуловимому, эфемерному состоянию высшего удовлетворения, которое мы пытаемся называем счастьем. И каждый ищет свой способ достижения этого счастья. И что смешно, да, что большинство людей заблуждается в этом поиске счастья. Потому что люди связывают счастье с удовлетворением потребностей. А потребности, как правило, связаны с внешним миром, с материальным благосостоянием, с другими людьми, то есть с тем, что у вас могут отнять в любой момент. Другие люди имеют свои собственные желания и свои намерения. И вы, сталкиваясь с ними, иногда, в общем, оказываетесь в проигрыше. Я уже не говорю о том, что все это делает нас неспокойными, беспокойными. Мы все время настороже, как бы не прогадать, как бы не упустить свой шанс. Причем, если мы сосредоточены на материальном, тогда начинают страдать наши отношения с близкими людьми. Потому что мы уделяем им мало времени. Иногда не разделяем их интересы, потому что слишком озабочены своими собственными. И, разумеется, счастья здесь нет. Даже реализовав себя в сфере материального максимально, мы остаемся несчастными и часто одинокими. А если мы стремимся реализовать себя в области человеческих отношений, то рано или поздно мы замечаем, что мы много потеряли из других областей. Да. У нас много друзей, у нас есть любовь и дружба, но зато у нас нет материального благосостояния. А главное, что это любовь и дружба, это тоже такая эфемерная вещь. Сегодня она есть, завтра нет, что-то изменилось. Люди меняются, люди обижаются, люди ссорятся и так далее, и так далее. И все это потому, что мы привыкли фокусировать себя на том, чем мы не являемся. Вот я хочу на это обратить ваше внимание. А человеку счастье, как я верю, дано изначально. Оно дано человеку в форме осознания. Осознание само по себе приносит блаженство. Люди, которые занимаются много лет практикой, 10 лет и больше, им иногда перед ними раскрывается это состояние время от времени, где осознание само по себе доставляет блаженство, приносит блаженство. И главное, что здесь больше нет ничего. Они не нуждаются ни в чем снаружи. Это просто сила их собственного осознания. Конечно, для этого надо потрудиться. Конечно,
Это, если хотите, своего рода дар. Но однажды, обретя это осознание и это счастье, вы можете быть уверены, что уже никогда его не потеряете. Потому что осознание по природе своей – это свобода, присущая каждому человеку свобода, которую мы проявляем на самом деле чуть ли не каждый день. Мы все время что-то выбираем, мы что-то принимаем или что-то отвергаем. Мы соглашаемся или отказываемся, несем ответственность или избегаем ответственности. И при каждом таком решении мы следуем своей собственной свободе, когда мы осознаны. Потому что бывает еще и другой вариант, когда наше сознание дремлет, задремывает, и мы впадаем в состояние автоматизма. И мы вообще никаких на самом деле решений не принимаем. Мы просто следуем программе, которая у нас в тонале записана. И вот нам кажется, что мы что-то решаем, а на самом деле мы просто идем протоптанной дорожкой, протоптанной тропинкой. В конце этой тропинки, как всегда, могильный холмик. Но мы уверенно топаем в эту сторону, продолжая спать на ходу. Это, к сожалению, самый распространенный случай. Осознание дарит нам свободу и приносит покой. Это, кстати говоря, тоже один из критериев, как понять, я осознан или я не осознан. Если решение, которое вы приняли, происходит на фоне сильного беспокойства, тревоги, гнева, жалости, не знаю, еще чего, в общем, сильных небезупречных эмоций и чувств, скорее всего, это решение, продиктованное нам тоналем, а не осознанное решение. Потому что осознание, когда оно пробуждается, всегда рождает вместе с собой покой. Когда мы занимаемся практикой, мы это замечаем. Сначала этот покой возникает в голове, а потом мы начинаем этот покой распространять на тело. И чем больше мы занимаемся практикой, тем лучше мы ощущаем, как покой окутывает нас. Окутывает все наше существо. Если это получается, тогда все в порядке. Если не получается, если покой так и остался только в голове, а тело там трясется, сжимается, спазмирует, значит, тогда практика идет куда-то не в ту сторону. Это надо иметь в виду. Невозможно обрести осознанность, если внутри вас много напряжений и беспокойств. Потому что беспокойство требует внимания. А осознание – это чистое внимание, направленное на собственный источник. Внимание, которое ощущает себя, переживает себя, и ему ничего не мешает.
вот в эти минуты, ну, вот мы ощущаем себя и то, что стоит за этим вниманием. За вниманием находится наше осознание. Вот, пожалуй, вот это самое главное, и на этом мы сейчас закончим.